Представь, ты идешь по улице, видишь знакомый силуэт, и тебе кажется, что это твоя подруга. Ты подходишь ближе, зовешь ее по имени. Девушка оборачивается, и ты понимаешь, что это незнакомка. Немного неловко, правда? В такой ситуации ты можешь сказать: «Извините, я обознался» или «обозналась». Обознаться – принять одного человека за другого. Например, я тебя зову, а ты – 0 внимания. Я уже подумала, что обозналась. Говорю тебе, я не могла обознаться. Это точно был актер из сериала «Кухня». Представь, наконец вышло долгожданное продолжение твоей любимой книги. Оно оказалось настолько увлекательным, что ты не можешь остановиться. Ты забываешь обо всем. Не ешь, не спишь, проглатываешь страницу за страницей в ожидании финала. В такой ситуации говорят, что ты читаешь взахлеб. Взахлеб. Очень увлеченно, страстно, не отрываясь. Например, мой брат уже 2-й день читает взахлеб «Преступление и наказание». Она взахлеб рассказывала о своей поездке на Мальдивы, не давая никому вставить ни слова. Представь, у тебя есть сосед, который никогда ничего не выбрасывает. В его доме можно найти буквально все. Старые газеты и журналы, сломанные бытовые приборы, пустые коробки, банки, тряпки, просроченные продукты. Вещи лежат в шкафах, на столах, под кроватью, в углах комнат. Свободного места почти не осталось, а он все равно продолжает приносить новые находки, потому что уверен, все это когда-нибудь пригодится. Соседи уже прозвали его Плюшкиным. Почему именно Плюшкин? Это фамилия персонажа из произведения «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Плюшкин был очень жадным помещиком и тащил в дом все подряд. Вот как его описывает Гоголь. Все, что не попадалось ему – старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок – все тащил к себе. Со временем имя Плюшкина стало нарицательным, и теперь так называют людей, которые собирают ненужные вещи и не могут их выбросить. Например, я не могу выбросить весь этот хлам. Кажется, я превращаюсь в Плюшкина. Друзья в шутку называют его Плюшкиным. У него дома настоящий склад всякого добра. Интересно, что в Твери существует музей Плюшкина. В нем собраны предметы быта советского времени. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Пока.